Привет, друзья! Сегодня горячие новости. Подпишитесь и поставьте лайк, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы начинаем наш очередной выпуск. 14 человек, в том числе ребенок, пострадали после массированной российской атаки на Харьков. В индустриальном районе горели жилые многоквартирные дома, а также здания предприятия. Из четырехэтажного дома спасатели спасли 5 человек, в том числе один ребенка. Один человек погиб, 4 ранены в результате атак русских военных преступников на Киев. 2 человека погибли, 1 ранен после атак России на Черниговскую область за сутки. Украинские силы обороны совершили самый массированный с начала полномасштабной войны обстрел Белгорода – более 50 взрывов. По городу выпустили свыше 50 ракет из РСЗО. По предварительным данным, пострадавших нет. Удар пришелся по энергетической инфраструктуре. В городе блэкаут. В Пензе после прилетов ярко горит нефтебаза, а также местные жители сообщают о пожаре на местной ТЭЦ. В городе перебои с электричеством. Ну а в Мурманске и Североморске, главной военно-морской базе Северного флота, коллапс с электричеством. Как сообщают местные жители, в части Мурманска полный блэкаут. Встали троллейбусы, в ТЦ не работают эскалаторы, в домах лифты, на дорогах погасли светофоры. По данным СМИ, в Североморске произошла авария на сетях. Электричества нет также в ПГТ Сафоново, а на улице температура опускается до -40. Вот это заморозили Украину и оставили ее без света. У французов наконец-то проснулась смелость. Появилось видео, как французские военные берут на абордаж танкер российского теневого флота. Судно «Гринч» в Средиземном море захватывают спокойно и очень профессионально. Макрон заявил, что все было совершено в соответствии с законом и международными конвенциями. А в США буря столетия. Страна парализована зимним штормом Ферн. Есть погибшие и пострадавшие. Значительную часть США накрыл мощнейший зимний шторм за последние 100 лет. Из-за метелей, снега и ледяного дождя отменены более 13 тысяч авиарейсов. Продукты в магазинах закончились из-за ажиотажа и паники. Непогода продлится как минимум несколько дней. Без электричества остались свыше 140 тысяч потребителей. Число продолжает расти. Больше всего пострадали Техас и Луизиана. В Нью-Йорке на улицах нашли тела 3 человек, погибших из-за холода. Но это еще не все проблемы США. Из-за неадекватного руководства Трампа страной остановка на улицах Миннеаполиса после убийства агентами АИС медработника Алекса Джеффри Претти обострилась до настоящего бунта протестующих. Люди начали отвечать трамповским силовикам их же методами. Пожелаем успеха протестующим. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.